Приветствую вас, путешественники! Мы находимся в столице Вьетнама, городе Ханой. Я проведу для вас легкую экскурсию и посмотрим, сможет ли Ханой меня удивить после моего трехмесячного путешествия по всей стране. Мой обзор города Ханоя будет немного субъективным, потому что это конечный пункт моего трехмесячного путешествия на байке. Я уже много чего насмотрелся во всем Вьетнаме, и меня тяжело чем-то будет удивить. Поэтому я буду рассказывать в Ханое только самое-самое интересное, красочное, что хоть как-то вызывает у меня эмоции. И нахожусь я сейчас, на мой взгляд, самой яркой достопримечательностью и интересной локацией этого города – Railway Street. Или Railway Coffee Street. Это улица, в которой ходит действующий поезд, не какой-то аттракцион, а действующий, и к поезду очень близко расположены кафе. В Инстаграме очень завирусилось это место, и оно стало популярным. И в отличие от всех других городов, где есть много других достопримечательностей, такие как храмы, озера, музеи, мавзолеи, эта достопримечательность, как по мне, очень яркая, и ее не спутаешь ни с одним другим городом. Единственное, что, когда вас на нее пускают, говорят, что должен быть какой-то букинг. Ты говоришь, какой букинг? Они говорят, если букинга у тебя нет, ты должен сесть в кафе, выпить кофе или пиво. Но я как бы зашел, мне показали первое кафе некрасивое, я не захотел там сидеть, я захотел сидеть более в центре и просто сказал, я пошел в другое кафе, и никто ничего мне как бы не возражал. Поэтому спокойно соглашайтесь, заходите и выбирайте то кафе, что вам более приятно. Ханой Трейн-стрит, на мой взгляд, это самое яркое и оригинальное, что есть в городе Ханой. Я нахожусь и сейчас буду обозревать императорскую цитадель под названием Тран Халонг. Она была построена, сооружена в XI веке и служила центром политической власти императора. Архитектура, ворота, археологические раскопки и прочие артефакты занесены в список наследия ЮНЕСКО. Вы знаете, как-то не очень впечатлила меня эта цитадель. Вроде бы и классно, но ничего такого грандиозного, чтобы меня повергло в какой-то визуальный экстаз. Город Ханой не имеет выхода к морю, не имеет своего собственного пляжа, но зато это компенсируется огромным количеством озер, разбросанных по всему городу, и вокруг озер, естественно, есть зеленые зоны. Я сейчас нахожусь в одном из ботанических садов, и хоть и трафик большой по городу, но за счет множества зеленых зон ты можешь как-то трафик мотоциклов увильнуть сквозь него, пройти и ходить, гулять, наслаждаться разными видами. Если сравнивать с городом Хошимином, то мне Ханой в плане зелени и в плане зон отдыха, рекреационных и занятий спортом нравится больше, потому что их просто по факту больше. Но зато в Хошимине больше бизнеса, больше деловой активности, больше бизнес-хватки у людей. Я сейчас нахожусь в храме Куан Тхан. Это буддийский храм, построенный в XI веке. И славится он своей бронзовой статуей высотой около 4 метров. Но я хотел сакцентировать не на этом храме. Я только что словил себя на той мысли, что, объехав весь Вьетнам, я практически не встретил нигде дискриминации при покупке билетов, разделения на туристов и не туристов. Ну, например, в той же Индонезии, если я поднимаюсь на вулкан, для туристов вход 50 тысяч, к примеру, а для местных 5 тысяч. Разница бывает практически там в 10 раз. И иногда это неприятно, потому что, я понимаю, Саграду де Фамилию в Барселоне построили кучу людей, вложили кучу денег, ее надо поддерживать. Да, ее строят за местные бюджеты, и я понимаю, за что там большой вход. Но когда ты поднимаешься на вулкан, который никто не строил, который создала планета, как-то неприятно платить такие деньги. Не то, что жалко, просто неприятно эта дискриминация. И вот Вьетнам в этом плане большой молодец. Храм посвящен таоистскому божеству Хуэн Тхэн Чан. Это важное божество в даосской и вьетнамской народной религии, которое является покровителем и защитником северных ворот Ханоя от злых духов и прочих негодяев.
Я нахожусь возле старейшего храма пагоды города Ханой под названием Тран Коок. Построена она была в VII веке, поэтому представляет из себя важный исторический и религиозно-культурный центр. Также уникальности этой пагоде добавляет то, что она расположена на маленьком островке озера Хотей. Это дерево, фикус религиозный, называется деревом Бодхи. Согласно преданию, Будда получил просветление, находясь под этим деревом. Естественно, оригинальное дерево находится в Индии, но отпрыск оригинального дерева был подарен президентом Индии Ханою. Вот туристы или паломники делают обряд, ходят вокруг дерева, которое стоит на платформе в виде лотоса. Также здесь есть красивая высокая семиэтажная ступа. Она была построена в 1998 году, и внутри ее содержатся исторические артефакты, реликвии и вещи. На этом озере находится еще несколько островных буддийских храмов. И этот второй храм, который я посещаю, мне гораздо с духовной и медитативной точки зрения нравится больше. Тут нет ни одного туриста. Я здесь действительно могу помолиться, помедитировать, поговорить с самим собой. А самое главное, если я устал от знойного солнца и постоянных дорог, мотоциклах и машинах, я могу здесь просто посидеть с видом на озеро и отдохнуть. Я сейчас нахожусь в храме пагоде литературы. Также она является первым университетом Вьетнама и была построена в 1080 году по велению императора. Университет был построен в честь Конфуция, а также величайших мудрецов и ученых. Императорские слуги, госслужащие сдавали здесь экзамены, и после сдачи экзаменов определялась их дальнейшая должность на госслужбе. Также, немаловажно, здесь есть интересные стелы докторов. Это каменные плиты, которые расположены на черепахах, где указывалось имена тех, кто сдал докторскую диссертацию и из студента стал доктором. На некоторых стелах, конечно, имена затерлись, а на некоторых сохранились в виде китайских иероглифов. Мне очень нравится тихая, спокойная атмосфера в этом университете. Я вот прям бы здесь хотел учиться, потому что ты тут не просто учишься у мудрецов, а и наполняешься вот спокойствием каким-то. Обязательным считаю посетить театр водных кукол в Ханое. Это знаменитое культурное достояние Вьетнама. Зародилось оно более 1000 лет назад и отражает вьетнамские сельские традиции. Представление происходит на воде, а кукловоды управляют куклами, скрываясь за кулисами. Спектакли сопровождаются традиционной вьетнамской музыкой и пением. Я нахожусь на самом знаменитом озере города Ханой под названием Хоан Киен. Согласно легенде, когда Вьетнам был в 15 веке под оккупацией Китая династии Минь, правитель, император нашел золотой меч, который ему подарил небесный дракон, и освободил Вьетнам от захватчиков. Вьетнам стал независимым. После, когда он плавал по озеру, всплыла золотая черепаха и сказала: пора бы меч вернуть. И он вернул этот меч, и она погрузилась на дно озера. Тем самым меч выполнил свою миссию. На этом озере находится храм, в котором есть экспонаты этих золотых черепах. А также к храму ведет красный, красивейший мост, который называется мост восходящего солнца, и он придает этому месту дополнительного очарования и живописности. После водного театра кукол я зашел в Олд квартал Ханоя. Ханой город старый, и в старом квартале есть много магазинчиков, всяких ремесленных лавочек, торговля фруктов, овощей, бытовых всяких приборов. Но самое яркое — это же, конечно, Пивная улица и туристическо-развлекательные улицы.
Но если сравнивать его, допустим, с Хошимином, так как это два города 10-миллионника, все-таки здесь как-то более культурно, более спокойно, меньше людей, меньше всяких проституток, трансов, какого-то трэша. Ну и я не нашел как-то живой музыки, то есть в Хошимине это как-то работает лучше, чем здесь. Я сейчас нахожусь на Пивной улице в старом квартале Ханоя. Похожую улицу я видел в Волкин-стрит в Паттайе и в Хошимине. Но здесь это как-то более так не открыто, цивилизованно и, если честно, скучно. Потому что сегодня пятница, уже как бы время, но бары как-то пустоваты. Нет такой движухи, но он парень улыбается веселый. Вот. Тут в основном предлагают пивко, ну и всякие таксисты тоже проституток предлагают. Естественно, в таком месте я сейчас выпью пиво и посмотрю, как будет развиваться движуха. Вот. Тут пройти и не выпить пиво невозможно, потому что тебя буквально хватают за руки и предлагают пиво, и даже предлагают 40% скидку на пиво. Мне что нравится во Вьетнаме, у них практически в каждом крупном городе есть свое пиво брендовое. Был я в Халонге, там пиво Халонг, в Сайгоне пиво Сайгон, в Ханое пиво Ханой, естественно. То есть конкуренция развита, нет такой какой-то монопольной одной компании и все. Также развиты мировые бренды Хенникен, Карлсберг. И кто-то мне по пьяни сказал, что пиво Сайгон это одно и то же, что и Хенникен, только в 2 раза дешевле. Разливается на одном и том же заводе, все компоненты одни и те же, в одна и та же, технологический процесс тот же. Так что можно спокойно пить Ханой, можно спокойно пить Сайгон и думать, что ты пьешь Карлсберг и Хенникен. Я нахожусь на одной из самых посещаемых локаций города Ханой. Это мавзолей, где покоится революционер Вьетнама Хошимин. Он сначала боролся за освобождение Вьетнама от французского колониального гнета, потом боролся за объединение Северного и Южного Вьетнама под единым коммунистическим целым. И вот его увековечили здесь, он там покоится, и в принципе можно пойти посмотреть на него. Здание выполнено в бетонном мраморном стиле, довольно серое, но вьетнамцы посещают это место, как бы отдавая дань уважения этому человеку. Хотя с архитектурной точки зрения здание некрасивое, мне не нравится. Серое. И вот это здание напротив тоже такое напоминает какой-то дворец съездов коммунистических партий. Но на то время это, наверное, был шик. Сразу после мавзолея можно зайти в прекрасный парк, где находится палац президента. Это красивейшее здание, построено в 1906 году, было резиденцией генерал-губернатора Индокитая. Мне здание очень нравится, единственное, что к нему близко не подойдешь, тут перегорожено, поэтому единственное, что могу наблюдать его со стороны. Здесь проводятся разные официальные мероприятия и встречи, и если его сравнивать, естественно, с мавзолеем Хошимина, бетонное такое строгое серое здание, то это, конечно, праздник души. Желтый цвет, зеленые окна, очень красивые. Эта достопримечательность, друзья, называется пагода на одной колонне. Она деревянная, выполнена в форме лотоса и, как следует из названия, опирается всего лишь на один каменный столб-колонну. Это самое старейшее культовое сооружение в Ханое. Датируется его строительство 1949 годом и является не только историческим памятником, но и центром поклонения буддистов. Пагода на одной колонне. И чтобы попасть в нее, нужно идти через этот мавзолей, иначе никак. Заранее приготовьтесь, если хотите посетить эту локацию, потому что дроны, камеры, стойки не пускают. И мне, так как я с собой ношу часть техники, пришлось искать соседнее кафе, пить там кофе и просить, чтобы оставить свои вещи. И вообще, хоть Северный и Южный Вьетнам объединились под общим коммунистическим целым, я вам скажу, что коммунизмом здесь вообще ни разу и не пахнет. И многим бизнес-навыкам и хваткости людей еще стоит поучиться Европе, и Украине, и вообще всему западному миру. Тут капитализм не жесткий, он какой-то софтовый, он не такой, что акулы бизнеса всех выжимают. А тут в каждом городе своя пивоварня, в каждом городе свои какие-то оригинальные кафешки. Я очень мало видел сетевого.
относительно недалеко от Ханой Трейн-стрит находится улица Муралов. Вверху проходит все тот же знаменитый поезд, что и на Ханой Трейн-стрит, а внизу есть разные красивые рисунки, инсталляции, типа как Берлинская стена разукрашена. И тут есть не только рисунки, а и мозаики, и всякие 3D, барельефные изображения и тому подобное. Отображают они в основном жизнь вьетнамцев, их быт, их культуру. Но если я рисунки и раньше где-то видел, и в принципе есть Берлинская стена, то на этой улице напротив я увидел нечто такое, что я пока что не видел ни в одной стране. Здесь готовят собачатину. То есть ее готовят примерно как и свинину, только это собаки. И вы можете либо взять домой, купить себе собачатину, либо поесть ее готовят гриль, нарезают, режут, добавляют в салаты, в супы и так дальше. Пробовать это я не рискнул. Я любитель всего нового, интересного, но как-то этот барьер переступить мне тяжело. Но если у вас тонкий, утонченный вкус, вы можете сюда прийти и открыть для себя мир собачьего мяса. Или заказать по интернету. Вот, в принципе, номер телефона. Вот так это выглядит собака. И потом ее делают гриль. Ну, похоже, это больше на свинину. Единственное, что хвосты торчат. В общем, я уточнил, почем стоит 1 килограмм собачатины. 300 тысяч донгов мяса. Это около 13-15 долларов за килограмм. В центре города, недалеко от озера Хуанкием, находится знаменитый вьетнамский бренд мороженого Kem Tran Tien. Кроме низкой цены и хорошего качества, здесь еще огромное количество людей, и это создает такую движуху, типа как у нас в Пьяной Вишне. Здесь не просто интересно поесть вкусного дешевого мороженого, а еще и потусоваться. С жильем в Ханое все в порядке. Например, я снял вот эти апартаменты, которые включают в себя полностью все: холодильник, встроенные шкафы, плиту для готовки, прочую посуду, сабвуфер, LCD-телевизор с 2 окнами, раз окно, 2 окна, большой диван, стоило 100 долларов 7 дней. Я считаю, что для столицы, а Ханой это столица Вьетнама, это довольно-таки хороший прайс. Современный санузел имеет и нижний душ, и верхний душ, и сушилку, и фен, и вообще из мрамора раковина. Мне очень нравится. Современный лифт. Ну а бюджетно позавтракать или поужинать можно в лапшичной имени Барака Обамы. Она, конечно, так не называется, просто там портреты Барака Обамы, видимо, он туда заходил, но за 50 тысяч можно поесть вкусной свинины с салатом и лапшой. В целом, друзья, я заканчиваю свой обзор города Ханой. Общие выводы такие. Если рассмотреть город как целую единицу для путешествия, он не подходит ни для экспатской жизни, потому что здесь нет пляжа, ни каких-то комфортных условий, чтобы классно себя чувствовать, потому что большой трафик. Несмотря на то, что здесь большое количество парков, озер, в принципе, прогулочных зон, все равно трафик большой, и ты не можешь прогуляться, например, вдоль набережной, не подышав выхлопными газами каких-то автомобилей. Город сам очень чистый, что мне очень понравилось, потому что я, объехавший весь Вьетнам, видел, что вьетнамцы не очень дружат с чистотой, особенно на острове Фукуок, там вообще мусорная катастрофа. Ханой, несмотря на то, что этот город, где население переваливает за 8 миллионов, относительно чистый. Улочки, тротуарчики, все выглядит красиво. Но в Ханое нет каких-то таких культовых сооружений, как, например, в Барселоне Саграда де Фамилия, чтобы я летел чисто в Ханой посмотреть Ханой, я бы так не летел. Только в комплексе с посещением бухты Халонг, долины Сапа и севера Вьетнама. Тогда его можно принять как перевалочный пункт с аэропортом. Специально же сюда лететь не стоит. А мое эго потешит ваши комментарии и лайки. Ярких вам путешествий!